Пейзаж смерти. Большой скандал из-за статьи в «Нью-Йорк Таймс». Американская журналистка провела 6 дней в Курской области в сопровождении бойцов Ахмата. Что не понравилось Киеву после публикации материала? О чем рассказала автор? Крупная атака армии РФ. Новое наступление сил Москвы. Реакция ВСУ. День Икс настал. Громкое заявление Трампа по России. В США прилетел генсек НАТО Рютте. Сенаторы Америки заявляют, дверь для Путина захлопнулась. Штаты приготовились нанести удар по Кремлю. На какой шаг идет Вашингтон? Все детали. Путин заявил, когда России может не стать. Предупреждение для Запада из Москвы. Зеленский говорит о переносе войны на территории РФ. В Казахстане скандал из-за большой китайской стройки на месте петроглифов из прошлого, которое видно из космоса, а также роскошь по-белорусски. В Минске продан дом за несколько миллионов долларов. Кто купил? Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Скандал между США и Украиной. Причина – материал в издании «Нью-Йорк Таймс» о спецоперации ВСУ в Курской области. Журналистка Нанна Хайтман побывала в Суджанском районе уже после того, как его под свой контроль вернула Россия. Американку сопровождали представители Ахмата. Сам материал называется «Пейзаж смерти. Что осталось там, где Украина вторглась в Россию». В материале говорится, что Хайтман пробыла под Курском целых 6 дней. Видела разрушения, в буквальном смысле почувствовала запах смерти и увидела мертвых, в том числе гражданских. Она смогла пообщаться с местными, которые были разгневаны как и на российскую власть, так и на украинскую и ее западных союзников. В материале при этом приводятся также слова россиян, которые рассказывают, что ни русские, ни украинцы не трогали местных, а сражались друг с другом. Хайтман также приводит в статье комментарии российского следкома РФ, который обвиняет украинские силы в пытках и убийствах, а также дает украинскую позицию, которая гласит, что ВСУ полностью соблюдали международное право в Курской области. Хайтман уточняет, что установить, кто стоит за гибелью мирных, не получилось, а российские власти отказали The Times в предоставлении более подробной информации. Кто убил этих людей и при каких обстоятельствах, неясно. В этих деревнях никто не жил, и я не смогла найти свидетелей. The New York Times ранее задокументировала 2 случая неизбирательного применения смертоносной силы против мирных жителей Курска в начале вторжения, действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Но репортерам не удалось установить, кто несет ответственность за эти смерти. На материалы, в целом на работу журналистки под охраной Ахмата в Курской области уже отреагировали в украинском МИДе. Там назвали публикацию статьи глупым решением. Тот, кто в The New York Times решил, что умно публиковать материалы наравне с русскими военными преступниками, принял самое глупое решение. Это не баланс и не другая сторона истории. Это просто позволение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Грустно видеть, как манипуляции уровня Дюранти возвращаются в Нью-Йорк Таймс. Крупная атака России. Москва планирует наступать на Украину во второй половине лета. О том, что армия РФ может пойти с новой силой против ВСУ, пишет немецкое издание Bild. 14 июля, день Икс, тот самый понедельник, когда Трамп должен сделать большое заявление по России. Тем не менее, Bild пишет еще и о том, что его большое заявление в Украине ждут с тревогой. Мы перепробовали все возможные варианты за последние несколько месяцев, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял. Все переговоры с российской стороной совершенно ясно показали одно – Путин не заинтересован в реальных переговорах. В то же время в Киеве уже отреагировали на статью немецкого Бильда и рассказали, что новых наступлений у России нет. Объяснили, что есть, и раскритиковали журналистов, заявив, что они вообще не понимают, что происходит на линии фронта. У россиян наступательные усилия в целом не прекращались еще с прошлого года. Они стабильно пытаются давить, и каких-то новых наступлений как таковых нет. Есть вброс резервов, смена тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на востоке и так далее. Внимание мировой прессы приковано еще и к тому, что 14 июля, когда Трамп должен сделать то важное заявление по России, в Белом доме новый гость. И это генсек НАТО Рютте. Он пробудет в Вашингтоне 2 дня и встретится с Трампом, госсекретарем Рубио и главой Пентагона Хексетом. И не только. По версии CBS News, анонсированный Трампом сюрприз для Москвы – это радикальные меры, на которые готов пойти президент США. Речь идет о конфискации у Москвы $5 миллиардов из замороженных активов.
Эти деньги могут пойти на военную помощь Украине. В целом же Трамп может выделить на оборонную поддержку Киева почти 9 миллиардов долларов. Также на днях Трамп говорил, что Вашингтон будет продавать оружие НАТО, после чего Альянс будет распределять его далее для ВСУ. Это фактически подтвердил и сенатор США Линдси Грэм, автор законопроекта о жестких санкциях для России. Он заявил, что Путин просчитался и что уже вот-вот все двери для России закроются, равно как и для тех, кто ей помогает. Намекнув, Америка приготовилась нанести удар по Кремлю. Далее прямая речь. Я не хочу опережать события, но завтра мы с сенатором Блументалем и другими сенаторами ужинаем с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Приближается переломный момент в российском вторжении в Украину. Президент Трамп в течение месяцев пытался подтолкнуть Путина к переговорам. Он вводил пошлины против стран, через которые к нам поступает фентанил, и за другое плохое поведение. Он оставлял двери открытыми в отношении России, но эта дверь вот-вот закроется. Путин рассчитывал, что мы устанем, а Европа ослабеет. Он совершил огромную ошибку. НАТО стало больше и сильнее, и мы более чем когда-либо привержены тому, чтобы он не захватил Украину силой. Поэтому Конгресс на пороге принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. А ВСУ тем временем готовятся нанести дальнобойный удар. Его анонсировал Зеленский. Он, кстати, заявил, что Генштаб видит попытку развития наступления ВС РФ. В то же время Украина собирается делать все, чтобы перенести войну на территорию России, заявили в Киеве. Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и дальше уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары. Также мы будем неизменно жестко отвечать на каждый российский удар по украинцам. Линия фронта в Украине фактически заморожена из-за противостояния армии дронов на поле боя, которые технологически не уступают друг другу. С обеих сторон сотни беспилотников постоянно находятся в воздухе вдоль 1200-километровой линии разграничения. Об этом пишет издание Wall Street Journal. В материале говорится о том, какие беспилотники чаще всего используют военные ВСУ и РФ. Дроны могут устанавливать мины, доставлять все от боеприпасов до медикаментов и даже эвакуировать раненых или убитых солдат. Самые популярные на войне FPV-дроны. Иногда FPV-дроны становятся угрозой гораздо дальше от линии фронта. Украина тайно переправила целую орду FPV-дронов на сотни миль вглубь России и дистанционно направила их на цели во время дерзкой атаки на стратегические самолеты России в июне. Из-за своих небольших размеров и высокой скорости FPV-дроны очень трудно сбить. Основной защитой против них стали радиоэлектронные системы подавления, нарушающие связь между дроном и его оператором. Издание The Guardian при этом пишет, что из-за непреклонности Путина и некомпетентности Дональда Трампа нет ни перемирия, которое нужно поддерживать, ни перспектив его достижения. И если против России не применить силу, в том числе санкционную, то Украина может пасть. Падение Украины, если оно произойдет, станет эпическим стратегическим провалом Запада, сравнимым или даже превосходящим катастрофы в Афганистане и Ираке. Негативные последствия для Европы, Великобритании, трансатлантического альянса и международного права поистине пугающие. Одна эта мысль должна заставить всех сосредоточиться. А Путин при этом накануне сделал заявление. Он обвинил Запад в планах сделать, цитата, «чик-чик России». По его словам, после развала СССР западные страны пытались перекроить РФ под свои интересы. Глава Кремля говорит, был уверен, главный фактор, разделяющий Запад и Россию, это идеологические противоречия, в частности, навеянные коммунистическим режимом. Но потом, когда Советского Союза не стало, далее цитата, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России осталось, Путин понял, Запад стремится поживиться за счет Москвы и расширить свои геополитические преимущества. Собственно, эту позицию он и озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Речь написал в самолете по дороге в Мюнхен. Напомню, эта речь впоследствии получила название «Мюнхенская» и считается программным выступлением в области внешней политики и безопасности РФ. Тогда Путин раскритиковал устоявшийся миропорядок, в частности внешнюю политику США, расширение НАТО на восток и однополярность мира. Кроме того, Путин дал ответ, когда России может не стать. Я посмотрел так предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет. Просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России.
Итак, Линдси Грэм, похоже, уже все сказал. Что думаете о его заявлении? Как считаете, каков этап ждет всех нас дальше? Что будет после заявления Трампа? Оставьте свой комментарий на эту тему под выпуском. Если не сложно, оставьте и свой лайк, а также подпишитесь те, кто до сих пор каждый день со мной, но не подписан на канал «Время Прядком». Спасибо вам за слова благодарности, а я продолжаю. Иран пошел на уступки и готов пустить в страну МАГАТЭ. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Но Тегеран выдвигает одно условие. Министр сослался на новый закон, принятый парламентом Ирана после авиаударов Израиля и США в прошлом месяце. В соответствии с ним все инспекции иранских ядерных объектов должны получать одобрение Высшего совета национальной безопасности. Наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии не прекращалось. Конечно, теперь оно будет проходить в новой форме, что вполне естественно, учитывая текущую обстановку и произошедшие события. В любом случае, это факт, что наши ядерные объекты подверглись военным атакам. Близость к этим объектам теперь создает различные риски. Существует серьезная угроза распространения радиоактивных материалов. Есть серьезная опасность взрыва боеприпасов, оставшихся после военных действий. Напомню, в начале июля президент Ирана Пезешкиян подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Тегеран также заявил, что не будет пускать главу агентства Гросси на свои объекты. В Казахстане на месте с древними тысячелетними наскальными изображениями хотят построить цементный завод, сообщает издание «Орда». В селе Танбалытас в Алматинской области, именно там находятся уникальные камни, уже орудуют бульдозеры. Техника сгребает их и очищает площадку под строительство. По словам археологов, самый известный петроглиф этого места – изображение человека, который превращается в волка, относящееся к бронзовому веку. Известно, что застройщик, китайская компания, она уже в курсе исторической значимости этого места и требует документы, которые подтверждают это. Только в этом случае строительство цементного завода смогут перенести на другую подходящую площадку. Огромная эта территория когда-то была таким очень мощным святилищем, священным местом, и не случайно Ак-Кайнар входит в сакральную географию Казахстана. Роскошь по-белорусски. В столице поставлен новый ценовой рекорд на рынке недвижимости. В июне в Минске продали дом за внушительные $3 миллиона. Это самая дорогая сделка года и абсолютный топ по цене за июнь. Известно, что дом для семьи находится в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк» возле заказника Лебяжий. Про сам дом известно немного, он кирпичный, площадь 652 квадратных метра, цена за метр $4630. Судя по стоимости, дом продали с дизайнерским ремонтом и мебелью класса люкс. Ранее цена на коттеджи в этом ЖК редко превышала $1 миллион, но эта сделка явно изменила правила игры. Для сравнения, в феврале в этом же ЖК был продан дом за $837 тысяч. Кто стал владельцем нового дома за такие деньги, неизвестно. На фоне этой рекордной сделки особенно контрастирует новость о самой низкой зарплате в стране. Служба занятости публикует вакансию, которую предлагает Климовичский ликероводочный завод в Могилевской области. Ищут грузчика со средним образованием. Трудиться можно постоянно в 2 смены. Зарплата 72,5 белорусских рубля. Это $23 по нынешнему курсу. Друзья, если бы у вас было $3 миллиона, покупали ли бы вы недвижимость в Беларуси или инвестировали в другие страны? Да и вообще, готовы ли вы выложить такие деньги за стены? Делитесь своей точкой зрения в комментариях. Китайцы заявляют о научном прорыве. В КНР впервые в мире клонирован дзо, редкий гибрид яка и коровы, идеально приспособленный к жизни на экстремальных высотах тибетского плато. И это не просто клонирование ради эксперимента, это потенциальное спасение для всей экосистемы региона и удар по проблемам животноводства на высоте 4000 метров, пишет китайская пресса. Итак, 12 мая в Тибете появился на свет клонированный теленок дзо. Ученые взяли соматические клетки из уха взрослого дзо и пересадили их ядро в яйцеклетку коровы. Получившийся эмбрион имплантировали в суррогатную корову. Все в условиях высокогорья, холода и пониженного уровня кислорода. Ученые говорят, что гибрид яка и коровы ценный, но на грани исчезновения. Популяция данной породы значительно сокращается из-за частого бесплодия самцов. Но теперь ученые могут исправить ситуацию. Новорожденный теленок-самец весом 26 килограммов был рожден путем кесарево сечения. Тщательное генетическое тестирование подтвердило, что он является точной генетической копией донорского дзо.
На данный момент теленок прожил более 2 месяцев, и он в отличном состоянии. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.